Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Природа воистину удивительна. Прогуливаясь по крайнему северу, можно встретить полярную сову, которая выкладывает свои гнезда из трупов леммингов, песца, который постоянно дерется с этой совой за тех же леммингов, гигантского овцы-быка и, конечно же, белого мишку, который почему-то не ест пингвинов. А почему Умка не ест пингвинов? Правильно, потому что они живут на крайнем юге, причем в самом жарком смысле этого слова. Встречайте африканских пингвинов, он же очковый пингвин, ослиный пингвин или черноногий пингвин. Вид пингвинов из рода очковых пингвинов. Ослиным пингвина назвали за характерный крик, напоминающий крик осла. И как любой другой пингвин, очковый летать не любит, побаивается, наверное. Ростом и размером очковый пингвин не вышел. Например, императорские, про которых у нас есть ролик, значительно превосходят этих малышей в размерах. Африканские пингвины в среднем до 70 сантиметров высотой и всего 3-5 килограммов весом. Справедливости ради скажу, что очковых пингвинов 4 вида. 3 из них обитают в Южной Америке, а 1 в Африке. Так как они оказались в тропиках? Наверное, потому что все, или почти все, хотят жить в тепле. Но нет, великие умы до сих пор в недоумении. Технически пингвины проделали вояж на север. По факту же они оказались в невыносимой для них жаре. Почему невыносимой? Все виды пингвинов тысячелетиями учились сохранять тепло. Для ледяной Антарктики это крайне полезное умение. Но стоит поменять минус на плюс, как достоинство превращается в недостаток. Ведь толстый слой жира, защищающий от морозов, у очковых пингвинов никуда не делся. И поэтому каждый день африканского пингвина превращается в увлекательный квест на выживание. Так как же наши милые толстопузики умудряются выживать в адской жаре черного континента? Во-первых, дабы не свариться заживо, пингвины заранее копают себе яму. В теньке бункера можно скрыться от испепеляющих лучей. Во-вторых, отчасти их спасает бенгальское течение, омывающее южные берега континента. Оно приносит холодные воды вместе с ностальгией по дому. Но и без физических модификаций тоже не обошлось. Чтобы не склеить ласты, птицы отрастили на глазах кожаные солнцезащитные очки. Тонировки на них нет, да и выглядят они, откровенно говоря, не очень. Зато имеют встроенную функцию кондиционера. Открытые участки кожи помогают птицам в терморегуляции. А еще они умеют менять цвет. Чем жарче вокруг, тем краснее эти очки становятся. К несчастью, сей оптический девайс не улучшает зрение, а это было бы очень кстати. На суше пингвины видят плохо, что крайне опасно для нелетающих птиц, поселившихся в Африке. Каракалы, мангусты и генеты постоянно охотятся на очковых пингвинов и устраивают рейды на их гнезда. Но маленькие пингвины не сдаются, и чтобы противостоять хищникам, пингвины образуют группы, защищая себя и свое потомство. В океане, кстати, тоже хватает опасностей. Касатки и акулы с удовольствием отобедают водоплавающей курятинкой, ибо пингвины птички жирные, и они станут отличным дополнением к рациону для любого крупного хищника. Только вот поймать их непросто, даже высококлассному морскому охотнику. Пернатые плавают на скорости в 20 км в час и ныряют на глубину в 120 метров. Нападая на них, хищник всегда рискует потратить свои драгоценные силы
силы впустую. Кстати говоря, сам африканский пингвин тоже не веган. За один рейд маленькие очковые птички в поисках анчоусов, сардин и креветок проплывают до 120 километров. Когда же приходит пора любви, африканские мигранты начинают срочно переодеваться во все нарядное. Осенью их черно-белый костюм становится свадебным, и с ноября по май каждый совершеннолетний пингвин ищет свою вторую половинку. Причем такую, чтобы с ней и в огонь, и в воду, и чтобы на всю жизнь. Создав пару, новобрачные не бросаются предаваться плотским утехам, а начинают, как все умные животинки, искать себе квартирку для будущего пожизненного совместного проживания. Главная цель молодоженов – найти укромное и тенистое место для гнезда под камнями, кустарниками, или в куче мусора. Любая ошибка и беспощадное африканское солнце просто сварит будущих детей прямо в скорлупе. Ну а если семейная чета нашла подходящий вариант и стойко обороняла свою ипотеку от хищников, через 40 дней у них появляется парочка пушистых малышей. Кстати, как и для других видов пингвинов, для очковых характерны ясли, когда группы повзрослевших птенцов сбиваются в стайки. Пингвинята будут полностью зависеть от родителей 4 месяца и потом отправиться в очень длинное путешествие. Целых 2 года молодняк, по идее, должен изучать прибрежные воды, делая короткие передышки на многочисленных островах. По крайней мере, так было раньше. Сейчас же найти пингвинов в открытых водах почти нереально. В начале 19 века биологи насчитали более 4 миллионов пингвинов. А потом кто-то из тамошних местных понял, что их яйца намного больше и вкуснее куриных. Тут-то и началось. К 1900 году популяция сократилась вчетверо, до 1,5 миллиона особей. В 20 веке традиция истребления экзотических животных никуда не исчезла, и в 1930-х собирали по 120 тысяч штук за сезон. Прибавим к этому рыбную ловлю, нефтяные аварии, и вот к 2000 году от вида осталось всего 150 тысяч птиц. А единственный способ, которым маленькие пингвины могут защитить свое гнездо, это крик ослиный. К сожалению, людишек подобные крики не пугают. Грабеж гнезд запретили лишь в 21 веке, но браконьеры до сих пор воруют яйца, рыболовные суда делают свою работу, а танкеры продолжают ломаться. Итог печален. К 2019 году в мире осталось всего 48 тысяч африканских пингвинов. Такими темпами они вымрут уже к 2040 году. А как вы думаете, почему очковые пингвины не вернутся снова на Южный полюс? Пишите свои варианты в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!